Всем привет, дамы и господа, вы находитесь на канале Popcorn Soft, и для вас вещаю я Попкорн. Итак, сегодня у нас с вами рассказ про нейросети. В принципе, ничего сложного в том, что запустить нейросеть у нас нету. Вы можете спокойно запускать ее через браузер, зайти, например, на поисковичок определенный, да, то есть вы можете спокойно запустить вот нейроночку. Ничего сложного нету, можно, в принципе, и пообщаться, и поговорить, но, опять же, есть возможность вам спокойно, локально установить модель, и это тоже не имеет никакой сложности. Заходите на сайтик я, в принципе, напишу в описании, заходите, и тут, в общем, есть возможность глянуть разные модельки. Моделек очень много вот здесь. Но нам с вами сначала нужно вообще в принципе скачать. Нажимаете download, то есть скачивание. Скачивайте, вот я сейчас при вас прям установлю, как это все работает. Нажимаем инсталляцию, соответственно, все скачивается. Ждем, пока все скачается, все логично, оно должно установиться для начала. Мы с вами, по сути, скачиваем среду, в которой мы будем пользоваться этими нейронками. Ничего сильно сложного в этом нет. Вот, сейчас вам покажу, как это все делается. Там вообще ничего сложного не будет. Вот, вы берете, ждете, пока установка пройдет, и вам, по сути, можно будет пользоваться, интегрировать ее где угодно, эту программу, то есть эту нейросеть. Но для начала нужно саму нейронку еще скачать будет. Поэтому мы сами, пока устанавливается, залазим в модели, берем, например, ну, какую-нибудь там популярную можно модельку, ну, давайте возьмем, берем какую-нибудь самую легкую, где тут у нас, ну, что-то как-то слишком тяжелые модели все. А ну-ка по размеру есть какая-нибудь меньше? Ну, тут все больше и больше. Ну, терабайтовские нам не нужны, потому что очень довольно-таки объемные тут есть нейросети. Вот. И, кстати говоря, можно, например, на выходе смотреть там тексты изображения, если вам интересно, например, текстом изображения пользоваться. Ну, если не нужно, то можно и без этого обойтись. Я вот, например, вот эту модельку могу использовать. Ничего сложного нет, установщик установил. Как видите, вот у нас можно будет использовать эту программу. Программу можете куда-нибудь черкануть, ну то есть команду, на которую запускается программа. Теперь командная строка вводим и по командной строке, соответственно, вставляем для запуска всего этого дела, всю эту красоту. Вот видите, он у вас пошел сразу же работать. В принципе, 3 гигабайтную можно не скачивать, можно получше сделать. Так, давайте я сейчас вам покажу. Вот нам можно модель поменьше сделать, она всего 800 весит. Ничего сложного нету. Кстати говоря, в настройках можно зайти и поглядеть, где установка. То есть вы можете посмотреть, где модель устанавливается. Ну, там, например, хотите удалить, почистить. Ничего сложного нет, тоже можете спокойно это сделать. Заходите опять же в командную строку, просто мне удобнее через командную строку это писать, общаться. Вот, взяли, нажали, то есть вам, по сути, функция нужна сверху. Вы там скачали, ну, вот, например, у вас там она будет весить там 815 мегабайт. Не так много, не так много. Вот она у вас пошла скачиваться. Да, сразу скажу, иногда по моделям скорость не сильно большая. Тут, конечно, тяжело. Можно попробовать вручную скачать некоторые модели, но я имею в виду через какие-нибудь сервисы, где у нас есть возможность без ограничения скорости скачивать, возможно, такое можно сделать. Но я считаю, что смысла особого нет кипишевать. Включили, чтобы она скачивалась, и забыли, чай пошли пить. Пришли, чаю попили, и бац, уже у нас скачивается. Собственно, модели бывают разные. По-разному они реагируют, по-разному работают. Тут же, опять же, можно посмотреть, какой контекст, сколько символов можно делать, что за модель. То есть тут вот даже есть, ну, статистика какая-никакая. Не знаю, кому-то интересно, может быть, в бенчмарках разбираться. Я просто не особо любитель. Я обычно скачиваю, ну, более-менее среднюю модель. Это мы сейчас самую маленькую с вами скачиваем, чисто для тестирования, чтобы вообще проверить, как она что. Устанавливать вам, в принципе, ничего не нужно. Вы, по сути, просто скачиваете и сразу же можете ее запустить. То есть она у вас на второй раз в эту же команду будет уже запускаться. То есть в первый раз она у вас скачивается, соответственно, устанавливается, во второй раз уже можно будет использовать. Ничего сложного нету. Считайте, у вас будет своя модель, причем локально. Тоже очень удобно, если вдруг, например, не хотите, чтобы эта модель в интернет лезла. Ну, по крайней мере, я вот как пробовал
тестировал, заметил, что в интернет она не лезет. Также есть возможность на GitHub посмотреть, что у них там еще есть с обновлениями. Ну, я особо не лезу, но если вдруг кому-то интересно код изучить исходящий, как они там модели эти работают, в принципе, тоже можно посмотреть. Вот сейчас остается у нас сколько? Ну, минутка осталась, не так много. Тут, правда, под конец что-то как-то немножко медленно работает система. Вот, надеюсь, у вас все хорошо. Ролики у меня давно не были выпущены. Я вот что-то все откладываю, да, откладываю, думаю, надо выпускать, надо, а что-то вот как-то времени нет, то возможности нет. Ну, надеюсь, поддержите активностью, лайками, там, дизлайками. Не забывайте про Бусти обязательно. Тоже хотелось бы, конечно, чтобы на Бусти немножко побольше народу было, а то народу маловато. Тем более сейчас с источниками финансирования пока отрезаны мы с вами. Ну, ничего страшного, ничего, прорвемся. Это, скажем так, не самые большие беды, которые у нас были на канале, поэтому мы не переживаем, не волнуемся. Так, ну сколько оно уже скачивается? Осталось 27 секунд, 26. Вот, что еще могу сказать? Очень много различных моделей, можете ориентироваться под свои задачи. То есть там есть возможность, например, есть Llama, это у нас эти модели, которые от меты. Есть, например, модель, которую люди сами тренировали, по-моему, Lava тоже, по-моему, вроде как модель как раз open source, либо я ошибаюсь. Вот Гема, это гугловская. Ну, то есть моделей очень много. Ну, если вам как бы под какую задачу вы хотите. Есть возможность, конечно, вообще терабайтные модели скачать. По сути, вы буквально весь почти интернет качаете, если вам вдруг нужно локально запускать. Я, правда, не знаю, кому нужно там 6 терабайт скачивать. Но вдруг у вас там есть легкий, там, свободный, жесткий диск, да, который вы можете использовать. В принципе, можно. Так, ну вот модель устанавливается потихонечку, включается, все, готово. Модель готова к написанию. Напишем ей привет, как дела, что ты за модель. Вот даже вот можно с ошибочкой можно писать, а можно не с ошибкой. Ну, проверим. По идее, должно вот ответить. Вот, все, сразу же тут и ответ пошел. То есть в командной строке очень удобно пользоваться, очень приятно и, в принципе, довольно-таки интересно. Модель можно разные скачивать, плюс еще вот можете написать значок вот вопроса идет у нас. Ставим значок вопроса, и тут есть возможность команды. Можно, например, контекст очистить, выйти можно, ну, выходить можно, в принципе, и закрывая. То есть ничего сильно сложного нету. Плюс есть возможность, например, картинки показывать. Если вдруг вам какую-нибудь там картинку захотели, там, хотите описание картинки. Если у вас модель, которую вы скачали, она у вас идет с описаниями, то есть там вы заходите, например, да, вот для скачивания модель какую-нибудь, видите, где у нас тут изображение написано, значит, она будет понимать контекст изображения. Например, там, что изображено на рисунке. И она вам будет подсказывать, чем тяжелее модель по весу, тем больше она может подсказать, тем более она тренированная, соответственно, логично, что под более какие-то нужды вам, да, полезные, нужно будет уже более весомую модель скачивать. То есть ничего сложного нету. Например, там на 17 гигабайт у вас тоже щелкнули, опять же включили, и ничего сложного. То есть вы, по сути, взяли, запустили. Единственное, опять же, сохраняйте название. То есть вот вы ввели там команду, что у вас там запустилось, и чтобы она у вас там была. То есть вот, например, вот эта команда есть, вы это скопировали, и все, и она у вас будет, если вы вдруг, например, захотели в командную строку провалиться, вот, взяли, все, сразу скопировали, вот она у вас сразу же запустилась. Как-то вот напишу, и он, по сути, отвечает. Кстати говоря, и чем мощнее у вас компьютер, тем быстрее отвечает, что, в принципе, логично. Вот, а на сегодня все. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Ну и не забывайте заходить на нашу Бусти. Спасибо большое. Пока-пока.